Здравствуйте, друзья! Вы на канале Дом и сад Александра. За окном дождь, на улице дождь, погода не балует. И есть повод поговорить о том, как же влияет дождь на наши растения на огороде, в том числе и на томаты. Наверное, вы уже догадались, что речь пойдет о том, чем же стоит полить и подкормить томаты после дождя, чтобы они вдруг внезапно не заболели и продолжили хорошо плодоносить. Дождь в самый разгар плодоношения томатов – явление нередкое. Огородники и садоводы чрезмерно рады, когда начинается дождь после нескольких дней стойкой жары, ведь это живительная влага, которая приносит новую жизнь овощам на огороде, в том числе и томатам. Но, к сожалению, дождь приносит еще и некоторые проблемы. Обычно через день-два после дождя можно заметить, как начинают развиваться грибковые инфекции на томатах. Например, это может быть и фитофтороз, и кладоспориоз, и вершинная гниль, и белая и серая гниль. Эти грибковые инфекции поднимают голову потому, что дождевая вода обычно имеет кислую реакцию, а уровень pH идеально подходит для развития микроскопических грибов. К тому же достаточное количество влаги только способствует расцвету болезней томатов. Обычно все эти заболевания проявляются через изменение цвета листьев. На них появляются пятна, неравномерная окраска, листья становятся морщинистыми, может даже появиться белый или черный налет, а плоды поражаются черными точками, буро-коричневыми расплывчатыми пятнами, а иногда даже преждевременно и опадают. Как же предотвратить развитие грибковых инфекций на растениях томатов после дождя? Конечно же, главное здесь профилактические меры. В первую очередь нужно следить за тем, чтобы почва не была переувлажнена. С излишним переувлажнением поможет справиться рыхление почвы. Как только после дождя грунт, где посажены томаты, немного просох, я беру сапку и рыхлю его, чтобы обеспечить проветривание и просыхание почвы. Так грибам и бактериям будет сложнее размножаться и заражать растения. Можно также окучить томаты, чтобы дождевая вода не задерживалась вокруг корневой системы растения. Также полезно подвязать помидоры и сладкий перец к опорам. Это помогает лучше проветривать растения и подсушивать поверхность почвы. Так грибам будет сложнее размножаться, а значит, у томатов после проливных дождей больше шансов остаться здоровыми. В период дождей лучше не подкармливать томаты азотными удобрениями. Дайте им фосфор и калий. Они помогут поднять иммунитет, и растения будут менее восприимчивы к бактериальным и грибковым инфекциям. На 10 литров воды я обычно беру всего 10 грамм аммиачной селитры, 30-50 грамм монофосфата калия, добавляю 2 грамма борной кислоты и обрабатываю томаты по листу. После дождя лучше ранним утром, пока еще прохладно, чтобы листья томатов успели усвоить удобрения и влага быстро не высохла. К тому же солнышко поможет лучше усвоить аммиачную селитру, которая сразу станет экспресс-питанием после стресса, полученного от дождя. Еще один метод для профилактики грибковых инфекций томатов после дождя – это использование перманганата калия, или, простыми словами, хорошо знакомой нам марганцовки. При появлении первых признаков гнили или фитофтороза следует опрыскать томаты по листу раствором перманганата калия 2 грамма на 10 литров воды. Еще одно минеральное удобрение, которое поможет вам справиться с грибковыми инфекциями на томатах после дождя, это обыкновенный суперфосфат. Активный фосфор, который содержится в этом удобрении, хорошо справляется со спорами грибов и бактерий.
он их попросту выжигает и таким образом оздоравливает растения. Я обычно использую суперфосфат для профилактики фитофтороза. Так, 50 грамм суперфосфата заливаю 1 литром горячей воды, размешиваю, даю настояться в течение суток, а затем хорошо еще раз размешиваю и доливаю объем до 10 литров. Полученным водным раствором суперфосфата опрыскиваю растения томатов по листу. Лучше это делать вечером, пока на листьях нет росы. Так концентрация фосфора не будет уменьшаться из-за того, что попадет лишняя влага, которая скопилась на листьях. После такой обработки ваши томаты будут себя чувствовать превосходно, по крайней мере минимум 7-10 дней. А дальше, конечно, смотрите, наблюдайте. Может, снова нужно будет помочь вашим растениям поддерживать иммунитет от грибковых заболеваний, которые могут возникнуть после дождя. Надеюсь, видео о том, чем полить томаты и чем подкормить, чтобы они не болели после дождя и хорошо плодоносили, будет для вас полезным и познавательным. Не забудьте поставить лайк, подписаться на мой канал и поделиться этим видео в соцсетях. Спасибо за просмотр. Буду рада вашим комментариям на эту тему. Скоро увидимся!